Вьетнамские девушки и военные парни из других стран. Как девушки из Вьетнама относятся к международным знакомствам с военными? Граждане Вьетнама после окончания войны с США испытывают вполне обоснованную гордость. Помощь помощью, но основная и самая страшная тяжесть легла именно на вьетнамские плечи. Мы можем повторить, вьетнамцы не говорят, но чувство внутренней силы чувствуется в любом из них. Важно понимать, что война закончилась относительно недавно, в 1975 году. Соответственно, живо поколение, которое сполна испытало на себе демократические бомбардировки и послевоенную нищету. В современном Вьетнаме, как и везде в Азии, профессия военного и полицейского уважаема. Но как вьетнамские девушки относятся к силовикам из других стран? Как я уже писал не раз, познакомиться с вьетнамкой действительно просто. Хотя на военных они реагируют весьма интересно. При регистрации на международном сайте знакомств я выложил в галерею несколько своих фоток со страйкбола. Для тех, кто не в курсе, страйкбольный автомат называют с приводами и стреляют белыми шариками диаметром 6 мм. При этом внешний вид стреляющих игрушек и снаряжение игрока должны максимально походить на настоящие аналоги. Так что по моим страйкбольным фоткам вполне можно было решить, что я военный человек. Кстати, я им действительно был 6 лет, но то в далеком прошлом. И вот все вьетнамские девушки, с которыми я общался, спрашивали: «А ты что, военный?» И когда я объяснял, что я военный в прошлом, а сейчас в войнушку только играю по выходным, девушки заметно радовались. Я пытался прояснить, что не так с военными, но девушки уклончиво отвечали, что все нормально, но все-таки хорошо, что я не военный. Момент, кстати, интересный. То есть военные и полицейские в Азии уважаемы, но с представителями этих профессий из других стран девушки из Вьетнама знакомятся с неохотой. Не думаю, что работа в офисе настолько престижнее, и во Вьетнаме работа в силовых структурах не настолько опасна. Скорее всего, девушки просто не считают жизнь вместе с военным достаточно надежной и стабильной. Так что страйкбольные фотки я убрал. Пусть будут зарисовки из моей офисной жизни, они не вызывают ненужных вопросов. С вами был Серпень, благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.